Привет, дорогие друзья! Предлагаю в этот раз отправиться со мной в Чехию, в совершенно замечательное место, чешская Швейцария. Природа там настолько фантастическая, что мне захотелось начать снимать видео, а не только фото. Итак, здесь вы увидите Правчицкие ворота, замок Соколиное гнездо, ущелье Саутески, ну и, конечно, фантастическая природа Чехии и этого региона. Итак, я нахожусь на пути к Правчицким воротам и Соколиному гнезду. Правчицкие ворота – это крупнейшая природная песчаная арка в Европе, всего в 3 километрах от границы с Германией. Эта арка имеет высоту около 16 метров и ширину 26,5 метров, и толщину в самых узких местах около 8 метров. Она была образована миллионы лет назад вследствие эрозии. Ну, а замок Соколиное гнездо фактически примыкает к арке. Вот это замок и есть. Мы его сейчас видим. Первоначально это была деревянная таверна для путешественников, построенная в 1826 году. Однако в 1881 году здание было перестроено в стиле романтизма и превратилось в некий замок. Сейчас там ресторан и, кажется, гостиница. Правчицкие ворота, вот сейчас я как раз к ним направляюсь, стали известны уже с середины XVIII века, когда сюда стали приезжать путешественники и натуралисты. Основные два популяризатора этих мест – Адриан Цинга, ученый и натуралист, который первым начал описывать природные достопримечательности региона, включая и Правчицкие ворота, и Антон Граф, знаменитый немецкий портретист XVIII века, который также иногда писал и пейзажи, и в частности увековечил Правчицкие ворота в своих работах и красоту чешской Швейцарии. До 1982 года можно было подняться и на самые ворота, и там проходила тропа, но потом доступ был перекрыт для того, чтобы сохранить арку и не подвергать ее дополнительным разрушениям. Интересный факт, что тут проходили съемки «Хроник Нарнии» 2005 года, и герои должны были пройти как раз поверх арки, но даже им не разрешили это сделать. И, как я понимаю, там, я уже плохо помню фильм, но была компьютерная графика. Очень много потрясающих обзорных площадок, все огорожено заборчиками, много ступеней. В общем, красота здесь совершенно невозможна. Подниматься, тем, кто спортивный, будет легко. Я так, конечно, 50-50, нормально, но запрыгивать. Вот брать с собой обязательно. Вообще, крыша сносна. Продолжаю осматривать территорию вокруг. И иногда перелезаю чуть-чуть через заборчик. Очень рада, что давно купила себе обувь для трекинга, потому что в таких местах она просто необходима, если хочется сберечь свои ноги и быть уверенным в том, что нога не соскользнет. И, в общем, безопасность прежде всего. Виды невероятные. Вот арка с другой точки. Я там даже села на камень и попробовала сделать набросок. Карандаш я на тот момент не брала в руки много лет, так что, вышло что-то, так. Но зато это дает возможность как-то проникнуться и рассмотреть, и остановиться на минуту и насладиться полностью всеми нюансами. Я вообще обожаю скалы и горы вот такого плана с необычной формой очень. И поэтому очень захотелось поделиться с вами. Так, снова лезу на обзорную площадку.
перемещаюсь теперь вниз. Аккуратно. Мне вниз не менее сложно, чем вверх. Лестница — это вообще моя погибель, но страсть к путешествиям и новым местам всегда больше моих каких-то физических слабостей, я назову их так, нетренированности, в общем. Вот сейчас можно будет оценить в полной мере масштаб этой сумасшедшей арки природной. Это фантастика какая-то. Ну и с погодой, конечно, очень повезло. Это была ранняя осень, где-то как раз конец сентября, начало октября. Вот эта лебедка, по которой поднимают, наверное, продукты в этот ресторан, потому что, ну или что-то срочное. Ну и все, я держу уже путь обратно, потому что на этот день у меня еще было запланировано ущелье Саутески, и мы должны были выехать уже в другое место в Чехии, хотели это сделать засветло, чтобы дорога была полегче. Поэтому я была достаточно ограничена во времени и приходилось динамично передвигаться. Серпантинный путь вниз он легче и приятнее, чем наверх, но я наслаждалась и там, и там. Вот удивительная береза с корнями наружу. Как она вообще существует? Видимо, у нее есть какие-то еще там тайные корни внутри. Хотела рассмотреть ее еще получше. По дороге встретился фантастический камень-куб. Не знаю, природный он или все-таки его люди как-то обтесали. Совершенно без понятия. И к нему сейчас вот увидим прислоненные всякие палочки и бревнышки. Пыталась нагуглить, что это за традиция. Ну, было два варианта. Либо ублажить духов, либо как бы просто туристическая традиция, как камешек на камешек поставить в пирамидку. Опять каменистая дорога, а обратно напоминает мне страну Оз. Вот такая. Здесь все время как в сказке. Ну, пожалуй, надо ускориться. Потихоньку выхожу на трассу. Вот там она виднеется. Это около трассы описание этих мест. Здесь ходят автобусы городские, не часто, но вот здесь вывешено бумажное расписание, когда они проходят. Перехожу дорогу и двигаюсь дальше к направлению к ущелью. Тоже совершенно замечательная лесная дорога. Грибочки. Я так люблю собирать грибы, а это как раз осенняя опята, душа прям запела. Ну что поделать, только посмотреть и поснимать видео, потому что куда я их с собой возьму? В Израиле мне, конечно, не хватает ни природы средней полосы, ни вот сбора именно таких грибов. Вообще, чешская Швейцария – это часть Эльпского песчаникового горного массива. И вплотную к ней привыкает саксонская Швейцария, но она находится уже по другую сторону, на немецкой стороне. Общая площадь массива чешской Швейцарии
составляет где-то 700 квадратных километров. И из них на территорию парка самого приходится порядка 80 километров квадратных. И еще немного истории. Некогда эти территории были частью королевства Богемия, формально образованного в 1212 году. Собственно говоря, у чешской Швейцарии есть и второе название – Богемская Швейцария. Это было типичное средневековое государство, характеризующееся заметной феодальной раздробленностью. Это значит, что местные крупные землевладельцы были фактически всесильными в рамках собственных территориальных границ, а королевская власть была где-то там за горами. Ну, гор тут много, сами видите. А поскольку гор много, то и для земледелия это не особо удобно. Поэтому населяли территорию преимущественно охотники и, как вы думаете, кто? Разбойники. Представители королевской династии изо всех сил пытались цивилизовать как-то этот дикий край и приглашали даже сюда колонизаторов, но и по сей день плотность населения в этом регионе одна из наименьших в Европе. Ну, а я начинаю спуск к ущелью. Уклон хороший. Надо спускаться аккуратно. Опять ускорюсь. Я, если честно, не ожидала, что будет спуск такой длинный, и наивно полагала, что обратно буду возвращаться тем же путем. Но когда окончательно спустилась, то поняла, что это будет мне совершенно невозможно сделать, потому что последние силы меня просто и покинут тут. Все, спустилась я в ущелье. Это Эдмундовы, они же Тихие Саутески. Каньон небольшой речки Каменицки, в которую впадают два ручья Саутески. Дивока Саутеска и Тихо Саутеска. В общем, в том месте, где они впадают, жители соорудили плотины, в результате чего образовались заводи и совершенно удивительные красоты пейзажи. Много раз буду повторять, что оказываешься как в сказке, но это и не удивительно, потому что оказалось, что в этом месте уникальная биосистема чешской Швейцарии, и она не имеет аналогов в Европе. И особенности этой системе в большущем количестве папоротников и реликтовых мхов. Я обожаю мхи и папоротник, но это такой символ прям сказки. Они тут же создают атмосферу волшебства и магии, всяких ведьм, троллей и так далее, и так далее. Естественно, тут много и легенд про эти места, и я чуть позже, наверное, расскажу парочку из них. Сейчас я держу путь, отгадайте куда, на лодочную станцию, потому что один из самых замечательных аттракционов этих мест – это возможность проплыть по этим самым рекам на лодочках. Видео я тут, естественно, ускорила, чтобы долгий путь не был чересчур занудным. И вот погрузились в лодку, ждут, собирают группу, потому что это не индивидуальное. И плывем сейчас на остров, который, ну, не то чтобы остров, просто нету тропы. В какой-то момент эта тропа обрывается, и дальше можно продолжить только на лодке до этого места.
Ну, а легенды в основном созданы про появление Правчицких ворот. И основные из них — это легенда о великанах, легенда о духах гор, ну и есть одна любовная история. В легенде о великанах говорится, что в древние времена, задолго до появления людей, на этой земле жили могучие великаны. Эти существа обладали невероятной силой и могли изменять ландшафт своими руками. Однажды двое таких великанов решили устроить состязание, чтобы выяснить, кто из них сильнее. Они взялись за огромные куски скалы и начали метать их друг в друга. Во время этой великой битвы один из гигантов швырнул камень с такой силой, что он разломился и образовал ту самую арку, которую мы видели, и которая стала историческими правчицкими воротами. Согласно легенде, великан, который создал эту арку, и был признан победителем. Говорят, что до сих пор можно услышать эхо их великого состязания в шорохе ветра, проходящего через ворота. Ну а я продолжаю сейчас путь к второй лодочной станции. И вот этот отрезок как раз и является тем самым типа островом, который я описывала. То есть выйти отсюда без переправы на лодке уже не получится. И здесь я поняла, что мне надо будет чуть-чуть изменить свой обратный путь, потому что я точно уже не поднимусь, а выйду в конце этого ущелья. Возвращаюсь снова к легендам. Согласно другой версии легенды, эти места охраняли древние духи гор, которым было доверено поддерживать гармонию природы. Однажды люди начали вырубать леса и разрушать скалы, стремясь использовать природные ресурсы для своих нужд. И чтобы защитить горы, духи решили создать нечто уникальное, что привлечет внимание людей к красоте природы и заставит их одуматься и понять, что такую красоту нельзя разрушать. Они использовали свою магию, чтобы вырезать в скале огромную арку, которая стала символом силы природы. Ну и в легенде о любви любящие друг друга юноша и девушка не могут быть вместе, потому что отец девушки, естественно, против. Юноша решает уйти в горы, потому что вместе им быть не суждено. И перед уходом он вырезал в скале огромные ворота, как символ прощания и символ своей вечной любви. Говорят, что арка служит напоминанием о силе этой любви, которая может преодолеть даже самые высокие скалы. В народе существует поверье, что если влюбленные пройдут по арке, держа друг друга за руки, их любовь будет вечной, как эта арка. Ну, а мое путешествие заканчивается, и я спешу на выход из ущелья. Спасибо большое, что разделили со мной эту красоту.